Что такое человечность, почему она теряется, как восстанавливается, как ее хомрулить и стоит ли, сравнительно в пятерке и двадцатке. Основная механика человечности в пятерке заключается в том, что по сути сама человечность это просто трекер, который показывает твои отношения со зверем. Если у тебя человечность высокая, ты подавляешь зверя. Если у тебя человечность низкая, зверь подавляет тебя. Мир тьмы так построен, что зверь практически всегда имеет негативную интенцию, поэтому, когда зверь тобой управляет, ты получаешь дебафы, когда ты управляешь зверем, ты получаешь бафы. Все просто. Соответственно, какая бы то ни была мораль, изначально к человечности не привязана. В Корнике даются рекомендации по поводу морали лично твоего персонажа, которую ты можешь привязать к человечности. Но вам прямым текстом говорится, что вы можете и должны придумать свои убеждения, то, во что ваш персонаж верит, и почему это вообще держит его на том уровне человечности, на котором держит. Соответственно, чаще всего на старте игры у вашего персонажа от 1 до 3 убеждений. Это что-то, какая-то фраза, которая означает сильную моральную привязку к персонажу к чему-либо. Эта фраза должна мотивировать вашего персонажа. Под мотивировать я имею в виду, что изначально, да и для простоты формирования этого убеждения, в нее стоит заложить фразу «я должен» или «я не должен». Соответственно, ваш персонаж либо должен что-то делать, потому что таково его убеждение, либо наоборот, он отказывается что-то делать, потому что это его убеждение. Соответственно, это формирует практически всегда какой-то уникальный игровой опыт вашего персонажа и делает саму эту систему крайне кастомизируемой под то, что вы собираетесь играть и водить, так как является, в общем-то, основной нарративной механикой системы. Соответственно, немного расскажу о том, что в человечности, скажем так, особенно важно, а именно, как вы по этой человечности двигаетесь. Соответственно, очевидно, что по человечности можно падать и можно расти. С падением у большинства игроков вопросов не возникает. Отмечу лишь ключевую вещь, которая многим бывает непонятна. Это что такое пятна на человечности. Соответственно, пятна на человечности – это что-то, что заставило вашего персонажа сомневаться в себе и в собственных убеждениях. Чаще всего. В некоторых ситуациях это может быть прямая угроза вашему убеждению через его опору. Опора – это то-то, во что ваш персонаж, точнее, это что-то, что воплощает ваши убеждения. Если мы говорим про неонатов и птенцов, вокруг которых вертятся основные игровые механики именно Корника пятой редакции, то эти опоры – это всегда и обязательно живые люди. Потому как вы недавно стали сородичем, и вам все еще очень близко все человеческое. Соответственно, если вашим опорам что-то угрожает, это может заставить вас сомневаться в себе, это может заставить вашего персонажа сомневаться. И сомнение – это то, что открывает дорожку зверю. Соответственно, когда вы в себе сомневаетесь, для зверя это повод нашептать вам что-то, что сместит чашу весов в его сторону. Соответственно, чем
ниже ваша человечность, чем, так сказать, прочнее ваша кожа, тем больше сомнений ваш персонаж может выдержать. Теперь по поводу того, как мы можем расти по человечности. Соответственно, рост по человечности – это задача крайне нетривиальная. И для того, чтобы этим заниматься, есть только один четкий, надежный способ, который нам предлагает Корник. Это обретать новые убеждения и привязывать к этим убеждениям новые опоры. Соответственно, это полностью нарративный процесс. Этому могут посвящены целые сессии, конкретные сцены или даже целые кампании, если это что-то масштабное. Смысл в том, что вы с вашим мастером должны после каких-то событий, чаще всего игровых, сформировать какое-то новое убеждение вашего персонажа. То, во что он теперь верит, как его психика под давлением окружающего мира изменилась. И далее совместно с мастером вам предстоит на игре отыграть, как это убеждение закрепляется через связь с какой-то опорой. Самый простой, самый надежный вариант. Собственно, именно так и происходит ваш рост по человечности. Когда вы приобретаете новое убеждение, закрепляете его опорой, это триггер, после которого вы повышаете свою человечность на единичку. Вот. На этом я передам слово Аиду, пусть он расскажет за основные механики в 20-очной человечности. Хорошо. Расскажу, собственно, как я вижу человечность, то, как она описана, собственно, в книге. Да, собственно, про это и расскажу. Всегда человечность, ее столпы являются неким моральным кодексом, вокруг которого строится мораль вампира. Вот. И нужно понимать, что это не только модификатор, который влияет на то, насколько зверь управляет тобой, а не ты зверем. Это еще и игромеханический параметр, который как увеличивает сложность взаимодействия с другими людьми, так и уменьшает ее. То есть на человечности в 10 ты получаешь -2 к сложности социальных взаимодействий. И +2, если у тебя человечность 1. Вот, соответственно, отдельная табличка. То есть это дополнительная механика, которая позволяет усложнять или упрощать взаимодействие. Как это объясняется, да? Что если ты деградируешь морально, ты все дальше от человека, ты все больше превращаешься в зверя. И это проявляется не только в твоих чертах лица, да, но и в твоем поведении. Да? То есть, когда ты меньше обращаешь внимание на чьи-то страдания, да, и больше обращаешь внимание на свою выгоду. Некий такой эгоизм. Вот. Кроме того, да, нам всегда предлагается некая ориентация, да, на что-то. Вот. И приводит иерархию грехов некую, с которой мы можем консультироваться, чтобы примерно понимать, да, а как вот выглядит идеальный человек, да, вот, где на десятке мы видим такой грех, как эгоистичные помыслы, а на единичке самые гнусные и изуверские преступления. Все это помогает нам ориентироваться в этом и сильно не заморачиваться. Но при этом, да, также, если мы просто открываем и читаем внимательно Корник, мы видим, что тебя никто не вынуждает, да, использовать его именно так, как написано в иерархии грехов. Тебе буквально указывают на то, что это лишь как еще раз, да, рекомендация, что это довольно гибкая система, которая действительно может быть кастомизирована в любую из сторон. Вот. Кроме того, также там, как сказать, показывают, как это объяснить. Наверное, я вот с табличку, наверное, вставлю, чтобы потом можно было, например, где-то ее показать. Да, сейчас, секунду.
как с ее ростом, да, типа, меняется личность, да, некая. Вот. Собственно, ну, это единственное, там буквально даже вот по тексту идет, чтобы было на что ориентироваться. Рассказчик может использовать вот эту таблицу. Вот. Никто никогда не мешал, и я вообще, наоборот, вот топлю за то, чтобы люди очень, как сказать, внимательно подходили к тем механикам, которые им предлагает книга, да, вот, если вам, ну, как бы, что-то говорят, да, там буквально прописывают, а как это можно использовать, в каком ключе, углубиться в это или, собственно, не углубляться, да, как можно с этим работать. Вот. Ну, собственно, какую роль она играет? Да? Так как у нас игра про готик-панк, про поедание стекла, про падение, да, мне кажется, очевидно, что такая тема, как человечность, она будет, наверное, одной из главнейших в игре. Да? Все-таки тут про персонажей, про их какую-то внутреннюю трагедию и так далее, чем про что-либо другое. И использовать эту систему нужно очень внимательно. В том смысле, что если мы будем постоянно, да, заставлять проходить чеки на сознательность там, за каждый, даже самый маленький проступок, вот, то мы неизбежно придем к тому, что игра закончится на первой же сессии. Человек просто потеряет контроль над своим персонажем, да, и выйдет из игры. Тут нужно к этому подходить аккуратно, о чем, собственно, и нам постоянно напоминают авторы, да, что не нужно перебарщивать и делать из этого инструмент некого наказания и только лишь отнимания возможностей, да, выбирать и перехвата контроля над персонажем игрока. То есть, конечно, круто, когда это присутствует, но перебрав с этим, да, и создав конфликты и ситуации, можно в целом разрушить любое восприятие игры как чего-то позитивного, да, то есть если мы чувствуем, что как бы мы никак на игру не влияем, да, если мы чувствуем, что мы ничего сделать не можем, и вот мы такие уроды и все, то, ну, удовольствие от игры куда-то вот у нас уходит. Вот. Ну, подробно там расписывать каждый этап человечности и так далее я не буду. Они в чем-то схожи, поэтому, думаю, ну, тут надо просто почитать, посмотреть. Вот. Поехали дальше. Я хотела как раз добавить вопросик, поскольку Да, у нас переброс игроков, да, из одной системы в другую. Кому подходит больше система пятерки, кому подходит больше система двадцатки, что можно играть с такими вот конкретными механиками изначально. Я понимаю, что можно, в принципе, что угодно. Вот. И другое, как перейти, допустим, из одной в другую, там, из пятерки в двадцатку, из двадцатки в пятерку. Как человеку мозгами для себя. А можно мне вопрос по человечности, пока мы не закончили с ней? Да, давай. А вот Аида, как расти по человечности в двадцатке? Просто вот про пятерку было это сказано, в двадцатке. Можно я отвечу? Пожалуйста. Из того, что я помню именно изначально, базово, только по трате опыта. И, по-моему, там даже, я могу ошибаться, поправь меня, если не так, написано, что только тратя опыт. Но я знаю, что мастера хоумрулят это дело. Я считаю, ну вот моя позиция такая, да, что любые, ну, как сказать, наша мораль, она строится на некой аскезе, да, отказе от чего-то в пользу каких-то, ну, других штук, да. Вот, если ты отказываешься от того, чтобы вот тут, ну, своим вот этим эгоистичным мыслям, да, собственно, потворствовать, ты выбираешь некую аскезу, если ты выбираешь помощь ближнему, а не, соответственно, ну, то, чтобы ему там пырять его ножом, да, тем самым ты можешь вот двигаться по этому пути обратно наверх. Но когда это все, да, происходит сознательно, когда ты прикладываешь усилия к этому, и, ну, таким образом ты вот ближе и ближе к человеку, да, там, в высоком смысле слова. То же самое и происходит у нас с путями, да, которые являются альтернативой человечности, где у нас еще куча разных столпов, но там ты уже, ну, собственно, должен следовать тому, о чем тебе говорит путь.
Да, понятно, что это можно варьировать, можно по-другому это интерпретировать, какие-то свои штуки придумывать, и я бы сказал, нужно это делать, чтобы это было интересно, чтобы ты сам, да, карабкаясь по этой лестнице, пытался подняться наверх. Но, опять же, да, забывать о том, что эта игра скорее про падение, чем про подъем, поэтому тут больше все-таки и лучше будет работать, если ты будешь терять контроль, но это такое управляемое падение, да, ты буквально будешь чувствовать каждую эту ступеньку, да, скатываясь по ней вниз, и само это ощущение, оно и будет тебе привносить значимое удовольствие от игры. Вот. То есть нет ничего страшного в том, чтобы падать, да, но контролируемо. Да? То есть ты не просто же падаешь там, за одну сессию, да, условно, а это происходит постепенно. Ты деградируешь, ты становишься другим, ты становишься там больше монстром, вот, и так далее. Но если у вас игра, например, да, вы хотите и сыграть в игру про, ну, собственно, путь к Галконде, ну, соответственно, лестница будет обратная, да. Как бы, мне кажется, тут все довольно очевидно. Но есть там такой очень, как это, противоречивый товарищ, как Ферекс, вроде как, который сидит в Ватикане. Я вообще не понимаю этого чудилы, потому что это что-то с чем-то, блин. Это горгулья, которая там на 9-10 человечности, которая хочет убить всех вампиров. Это Ферекс. Реклама. Ну, Крутой план. как-то странно с точки зрения иерархии грехов иметь Нет, вот, 10-ю человечность и хотеть убивать. нет, точно такой же персонаж есть в Чикаго. Там тоже Носферату и тоже хочет убить всех вампиров, потому что он... Да, но у него чуть 9-я человечность или 10-я. А у этого 9-я или 10-я человечность. Это вообще какой-то бред. Он еще и в Ватикане живет. Ну, гляди, он же хочет, он нихуя не делает. Все понятно. И перебивает свои эгоистические мысли, как бы. Потому что 9-я, 10-я там не получится. А вот я и говорю, что люди как бы не совсем правильно понимают человечность, как мне кажется, что ну, тут можно из любой морали, да, можно вывести что-то обратное. Ну, например, вот я 10-й человечности почему? Потому что меня волнуют люди живые, что их заботы, их проблемы. А какая одна из крупнейших проблем для человечества? Вампир, конечно же, которые сосут их кровь и взамен дают только вкусные пиздюли. Вот. Поэтому, как бы, избавив мир от них, я тем самым, типа, сделаю мир чище, добрее, и вот не будет в ней вот столько зла. То есть, это Подожди, может быть такая, как бы, логика. Это же ментальная, слишком ментальная эквилибристика. Я тоже могу, типа, сказать, что, ну вот... А нету никакой ментальной эквилибристики. Вампиры не являются людьми, понимаешь? Ну ладно, тогда получается, может быть, Это- 10-я человечность вот с таким подходом. Добро. Что такое добро? Да. Добро, оно как бы из минимального добра для каждого. Вот. И у всех есть свое добро, и вот из каждого этого маленького добра сказывается всеобщее добро для всех. А как добро кому-то может принадлежать? Если я вот хочу взять добра у кого-то, не интересуюсь, как бы. Это ж ничего хуже ему не сделать, потому что вот маленькое добро мне, оно все равно влияет на большее добро. Вот когда я хочу у кого-нибудь взять его добра, так сказать. А вот если мне очень неприятно, вот очень неприятно вот сидит человек и спорит со мной за 5. Я хочу ему в рожу дать. Но это ж не от того, что мне плохо, а мне ведь это хорошо сделать. Это ж маленькое добро, это часть большого добра. Вот ему в рожу дать. Вот, а с такой логикой получится быть у меня на 10. Да, мне с такой логикой человечности в 20-ке непонятно, нахрена вообще нужны пути. Потому что то, что ты описываешь, это буквально дорога небес. Когда я добрый, и я добрый потому, что я хочу переебашить всех вампиров нахуй. Ну, скорее всего, у меня другие дихотомии присутствуют какие-то. Опять же, пути, они нужны для того, чтобы ты, скатываясь по человечности, имел какую-то альтернативу, и которая не дает тебе скатиться прям совсем вниз. Вот. Это хотел сказать? Потому что, еще раз, Говори. по человечности дефолтной, да, подразумевается, что, ну, если ты у кого-то, блядь, отсасываешь крови, то это изнасилование. Технически, да. Дело в том, что в Dark Age есть даже на дороге человечности разные пути. То есть, как бы, тот же путь, не знаю, сообщества, по-моему, комьюнити называется, я уже не помню, как он по латыни. Вот, он подразумевает, что ты делаешь что-то для своего, собственно,
ну, маленького комьюнити, своего, не знаю, сообщества, там, не знаю, или, может быть, деревня, город, что угодно. Но обычно это что-то отдаленное. То есть, вот, и как бы в таких реалиях, если к тебе приходит там, не знаю, сосед с топором, или ты к нему приходишь с топором и дал ему по голове топором, но ты поспособствовал выживанию своих людей, то как бы ты по дороге не скатываешься. Вот. Ну, понятно, там тоже есть дорога, которая ведет к Галаконде. Она такая же упоротая, как, собственно, человечность ну, в обычном отеле. Но как бы там на самом деле очень много таких штуковин. Там, например, на той же дороге небес, по-моему, если ты там, не знаю, убиваешь не христианина, то ты вообще не совершаешь никакого греха. Ты можешь их, не знаю, трупы ебать. Ты безгрешный в этом плане. Просто пачками гасить нехристиан, да. Так. Тут просто, ну, нужно, как сказать, понимать, что легко перегнуть палку и легко превратить это в клоунаду. Типа, действительно легко. Типа, действительно легко, ну, вот эту всю логику извратить и превратить ее в какой-то просто вот плевок, да, типа, который ничего не значит и никому не должен. И про это еще раз, да, даже авторы пишут, что, типа, ребята, ну, это как бы, ну, надо действовать аккуратно, разумно, типа, не надо перегибать палку, да, и, ну, воспринимать все, возводить все в абсолюты, да, типа, и просто за каждое действие, даже там самое мельчайшее, да, приебываться и заставлять кидать. И наоборот, да, типа не нужно делать хуйню, а потом придумывать к ней какую-то логику, которая ее оправдает. Вот.